Всем привет! Сегодня поговорим о менеджере пакетов для JavaScript NPM. На официальном сайте можно увидеть, что зарегистрировано почти 1,5 миллиона пакетов. В этом видео мы разберемся, как работать с NPM и даже создадим свой пакет, а также посмотрим на смешные и порой глупые пакеты. И для начала давайте создадим пустой проект с помощью команды npm init. Опция Y или Y означает согласиться со всеми дефолтными настройками проекта, а позже все это можно отредактировать в файле package.json. Можем задать название пакета, версию, описание, лицензию и так далее. Вся сила и одновременно опасность – это использовать в своем проекте сторонние пакеты. Установить пакет мы можем командой npm install. Обратите внимание на консоль. Сам npm предлагает установить новую версию самого себя через команду npm install. И также обратите внимание на ключ G. Он означает глобальную установку. Пакет не будет добавлен в наш проект, а будет доступен глобально для любого проекта. Среди миллиона пакетов найдется все. Даже, например, если вы захотите определить, что переменная это 10 тысяч. Вот так выглядит типичная команда установки пакета. Ключ Save означает, что мы сохраняем пакет в проект и записываем в package.json как зависимость. А иногда мы можем увидеть такой ключ. SaveDev означает девелоперская зависимость, то есть пакет нам необходим только на стадии разработки. И когда кто-то будет использовать наш пакет, девелоперский пакет не будет установлен. Команду мы можем сократить, вместо install достаточно написать просто I. Опцию SaveDev можно заменить на D в верхнем регистре, а опцию Save как S в верхнем регистре. И даже опция Save в NPM версии 5 и старше больше не нужна, так как у нас версия 6 можем убрать. Ну вот, пакет установлен. И он отобразился в нашем конфигурационном файле как зависимость. Найти его можно в папке с модулями. Давайте посмотрим. А вот и опасность бездумного добавления пакетов. Этот пакет нам установил огромное количество других пакетов как зависимости. Так можно легко набрать мегабайты кода для простой задачи. Теперь этот пакет можно использовать. И для этого сделаем простой тестовый файл. Этот модуль явно шуточный. Советую посмотреть на его реализацию. Мы можем открыть его домашнюю страничку командой Home. Забавно, правда? И таких полезных в кавычках плагинов там много. Давайте посмотрим еще один.
Все, что этот плагин делает, это коверкает слова и добавляет смайлик в конце. А вот и этот плагин. Да, он просто возвращает прикольный смайлик. Написан 4 года назад, и 2 человека в неделю его скачивают. А есть пакет, возвращающий нам смысл жизни. И этот загадочный пакет качает 444 раза в неделю. Чтобы посмотреть репозиторий, можно ввести команду repo. Репозитория нет. Давайте скачаем и посмотрим, в чем смысл жизни в конце-то концов. А смысл жизни – это 42. Интересно. Давайте теперь и мы создадим что-то бесполезное и опубликуем. Я создала простой пакет, который возвращает мое имя. Для начала залогинимся. А теперь пробуем опубликовать пакет. На сайте у нас появился один пакет. Ну вот наш пакет доступен. Возвращаемся в тестовое приложение и пробуем использовать. Ура! Наш супер крутой модуль работает, но я бы не советовала засорять NPM подобными творениями. А для серьезного проекта необходимо заполнить информацию, создать страничку, завести гид-репозиторий, ввести версии. Подробнее о том, как создать и опубликовать свой пакет, можно почитать на моем сайте. Ссылка в описании. На этом сегодня все. Спасибо за внимание и всем пока!